Привет, друзья! Да, мы снова в эфире. В предыдущем выпуске мы побывали в Литве, а именно в ее столице, в Вильнюсе, и в небольшом городке Принай, который лишний раз доказывает, что размер не имеет значения. Вон сколько всего интересного там творится. Ну а теперь мы отправились в Латвию, а если быть точной, в Ригу. Как говорится, в Европе все рядом, и расстояние между столицами двух прибалтийских стран по российским меркам не такое уж и большое, всего лишь около 300 километров. Мы тихо, спокойно и незаметно пересекли границу Литвы и попали в Латвию. Границ в Евросоюзе, точнее, пропускных пунктов между ними нет, поэтому все прошло тихо, спокойно и безболезненно. В двух словах о ПДД и дорогах Латвии. На мой личный взгляд, дороги в Латвии похуже, чем в Литве. В первую очередь заметно отсутствие светоотражающих столбиков у дорог, чуть худшее состояние разметки, да и само покрытие похуже, если честно. Но это мой личный взгляд. По ПДД для туриста отличий особых нет, пожалуй, кроме того, что штрафы в Латвии ниже литовских и камер тут поменьше, зато полиция дежурит на трассах чаще. В Риге мы оказались уже довольно поздно, так что начинаем с утра. Доброе утро, друзья! А доброе оно, потому что проснулись мы уже в Риге. Ну что ж, это наши небольшие апартаменты, в которых мы остановились. Стоимость у них весьма символичная, всего 38 евро на четверых. Но тут очень мило, приятно, потрясающие хозяева. И, в общем, ночь мы провели весьма хорошо. По крайней мере, отдохнули. 1,5 комнаты, 2 двуспальных места, кухня. В общем, простенько, но чисто тепло и удобно. Хотя здесь, в отличие от Бирштонса, где на окне не хватало штор, в спальне нет окон. Вообще нет. Но за такие деньги просто отлично, всяко лучше хостела. Быстренько перекусив в кафе, находящемся прямо под нашими апартаментами, мы отправились в центр города. О создании Риги, как и многих других городов, существует легенда. В давние времена работал на реке Даугаве перевозчиком огромный мужчина. Звали его Большой Кристоп. Как-то в ненастную ночь услышал он с реки детский крик. Где-то тонул ребенок и бросился на помощь. Будучи очень высоким, он добрался до ребенка, посадил его на плечо, вынес из воды и рухнул на берег, уснув от усталости. А на утро ребенка и след простыл, зато на этом месте лежала большая куча золота. На это золото и была основана Рига. Друзья мои, мы в самом центре Риги, а за нашей спиной крупнейший кафедральный собор Прибалтики, Домский собор. Сейчас мы находимся в самом центре старого города, и он чем-то напоминает Италию. Ага, только не температурой. Ну, все-таки на Флоренцию он похож, а температура здесь хорошая, по крайней мере тепло. Домский собор – это символ города и одна из главных его достопримечательностей. Он был основан 25 июля 1211 года, а строительство в общих чертах было завершено в 1270 году. Самое главное в Домском соборе – это его орган, установленный в конце 19 века. На момент постройки он был крупнейшим в мире, и по сей день, по своим габаритам, это самый большой орган на территории всего бывшего СССР. Орган мы не услышали, зато услышали и увидели вот такого вот импозантного уличного музыканта, который своим саксофоном добавлял романтического настроя и без того романтичному городу. Говорят, путешествовать во времени и в пространстве невозможно. Ерунда, с Be My Russian возможно все. Знаете, где мы сейчас? Но это же элементарно, мой дорогой друг. Мы находимся в том самом месте, где в свое время снимался наш легендарный сериал «Шерлок Холмс». На самом деле мы находимся в Лондоне, на улице Бейкер-стрит. Здесь жил и работал знаменитый сыщик. На самом деле, это улица Яуниела, а прямо напротив дома Шерлока Холмса, например, находится дом профессора Плейшнера из «17 мгновений весны». Вообще, в Прибалтике и конкретно в Риге снималось огромное количество фильмов, в которых нужно было показать за границу, не выезжая из СССР. Помимо вышеперечисленных, «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Узник замка Иф» и многие другие известные картины снимались именно здесь. И не мудрено, город так и дышит романтикой и стариной, хотя на его долю пришлось множество испытаний. Начиная с 13 века Рига была экономическим и культурным центром региона, но при этом она никогда не была только латышским городом, так как было много раз захвачено и национальный состав тут постоянно менялся. Теперь же слияние различных культур отражено в архитектуре старого города. На площади Свободы находится одноименный памятник, он же Статуя Свободы. Этот выполненный из гранита и бронзы монумент символизирует стремление латышского народа к независимости и свободе. В руках женская фигура, символизирующая Латвию, сверкают 3 звезды по числу культурно-исторических регионов государства – Курземе, Видземе и Латгале. У памятника стоит почетный караул, чью смену мы случайно застали.
В центре есть еще одна интересная особенность – это местные питомцы. И не какие-нибудь кошки, коровы, крокодилы или кто-то, а бобры. А бобры, как известно, добры. Поскольку я сам добр, то и в душе немного бобр. Давайте мы все-таки попробуем их тут найти. Увы, бобров мы так и не нашли. Зато обнаружили огромное количество уток, которых подкармливают местные и туристы. Обидно, конечно, но давайте-ка все-таки займемся автомобильной частью нашего путешествия и отправимся прямиком на улицу Эйзенштейн. Чем она так известна? Сейчас узнаете. Одно из обязательных мест для посещения в Риге любому уважающему себя автомобилисту – это легендарная гоночная трасса Бикернике. Действительно легендарно. Общеизвестно, что в Советском Союзе авто- и мотоспорт зарождался и культивировался именно в Прибалтике, то есть в Литве, в Латвии и в Эстонии. И именно эта трасса Бикернике стала первой автомотоспортивной трассой в СССР. Необходимость в гоночной трассе в СССР появилась в конце 50-х в связи с возрождающимся автомотоспортом. В 1962 начались проектные работы, в 1965 постройка. Кстати, в ней принимали очень активное непосредственное участие сами спортсмены. И 30 июля 1966 года трасса была открыта. В 1968 было открыто скоростное кольцо и в 1974 стадион для мотобола. Трасса и по сей день используется для различных автоспортивных соревнований, дрифта, кольцевых гонок. Проходят на ней и гонки разных олдтаймеров, в том числе и вот такие занятные соревнования под названием «Дзинтера Волга» или «Янтарная Волга». История этих гонок началась в 1963 когда впервые здесь же в Риге, только в Межапарке, были проведены первые кольцевые гонки среди таксистов. Да, было в СССР и такое. С 1966 года соревнования переехали именно на эту трассу Бикернике и проводились там вплоть до 1991, то есть до развала Союза. Но интерес у людей остался, и в 2010-м «Дзинтера Волга» была возрождена спортсменами-энтузиастами. И, кстати, с одним из участников гонок, к слову говоря, чемпионом 11, 12 и 13 года, нам удалось поболтать. И не просто поболтать, а оказаться в его гараже. Началась автотема в нашей семье довольно давно. Спасибо папе за любовь к машинам. Вначале была реставрация. Первый проект был инвалидка с АЗМ. Сейчас она занимает свое место в мотор-музее. Были разные этапы, что нравилось. И американцы были, и русские машины были. В итоге остановились на русских грузовиках. Советская тема, военная эпоха. Всем известный ЗИС-5, чуть-чуть более свежий Урал ЗИС-355. Между прочим, отец Антона, Роман Владимирович, считается одним из ведущих реставраторов грузовиков и вообще автомобилей на территории бывшего СССР. Из-под его рук вышло немало экспонатов музеев, автомобилей для съемок. Но давайте вернемся-таки к «Волгам». В 2010 году так получилось, что работники мотор-музея нашего рижского сообщили, что будет возобновляться «Янтарная Волга». Удачное стечение обстоятельств, что у деда Андрея Константиновича в Москве как раз была 24-ка. Ну и дед отдал ее внуку на растерзание. Машинка своим ходом доехала до Латвии, в кратчайшие сроки, за 2,5 месяца, была приведена в подобие «Янтарной Волги» из 80-х, и Антон поучаствовал в первой гонке этой серии. Причем с весьма неплохим результатом. Приехал он 4-м из 10. Правда, машиной остался не очень доволен. Начались переделки, которые вкупе с ростом мастерства привели к победе в чемпионате 2011-го. Но и этого Антону показалось мало. 24-я была продана, а взамен куплена более поздняя 2410. Реально постарались сделать это максимально плавно, чтобы никто не заметил подмены. Цветовая гамма та же, ну, чуть-чуть больше наклеек и надписей из советского времени. Работа была опять-таки нового уровня. А вот тут давайте-ка остановимся поподробнее. Казалось бы, ну это же Волга, что с ней делать-то? Но все просто и сложно одновременно, как это часто бывает. Довольно точно расписано в техническом регламенте. Это реально оригинальная Волга, мосты, коробка Волга 24. Разрешены передние тормоза дисковые от 3102. Волга очень тяжелая, и как ни крути, надо из нее все вырезать лишнее, чтобы она хоть чуть-чуть быстрее поехала. Минимальный вес машины 1200 килограммов с водителем.
Учитывая твои размеры. Да, поэтому мне приходится хорошо попилить лишнее. По двигателям разрешены к применению движки от 24, 2410 и 3102, который и стоит в машине Антона. Из изменений – поршни и валы. Поршни, понятное дело, все ставят кованые, а с валами извращаются каждый на свой вкус. Топливо – любое, доступное в розничной продаже. Этанола в розницу в Латвии нет, а вот сотый бензин есть, посему все скромненько ездят на нем. Конечно, да, прямоточный выхлоп. Что за спортивная машина с обычным глушителем? У Антона достаточно большой гараж, и рядом с боевой машиной стояла еще одна «Волга», настоящая реликвия. Пара слов о ней. Рядом с моей боевой стоит еще одна интересная «Волга» с длинной историей. Когда-то она была в руках Юриса Белмарса, который реально вошел в историю дзинтера «Волги», многократный призер различных этапов. После рук Юриса она была и в руках раллистов, но ее это не сильно испортило. Сейчас пытаемся восстановить ее первозданный вид, чтобы народ помнил достижения рижских гонщиков. Для справки, Юрис и Валдис Белмерсы – два брата, которые доминировали на советских трассах в классе «Волк» в 70-е и 80-е. Вот такая вот связь времен. А вообще, много ли желающих погонять на классике и насколько это дорого? Сейчас у нас есть выбор, где мы участвуем. У нас есть чемпионат Латвии и есть кубок янтарного круга. Ну, реально в году получается 8 соревнований. Мы выезжаем с выездными этапами в Эстонию, в Пярну, в Литву. На старт выходят, сложно предугадать, сколько народу, но реально в районе 20 человек на старте есть. Я бы назвал «Волгу» все-таки начальным этапом. Добиться хорошего результата можно своими руками, приложив, конечно, определенные знания. Спокойно может выйти на старт любой желающий, у которого есть руки, гараж и худо-бедно какая-то «Волга». Вот так вот, ребят. Если есть руки, голова, безудержное желание погонять и дедушкина «Волга» застоялась в гараже, как говорится, welcome. Пожелаем Антону успехов и возвращаемся на улицу Эйзенштейна, где под боком у гоночной трассы есть еще кое-что весьма интересное. А еще, друзья мои, между прочим, здесь находится одно из самых известных и серьезных ателье в Восточной Европе, AGK. И вот, кстати, вот эта куча резины нам, по-моему, об этом и говорит. Сейчас посмотрим. AGK – одно из самых серьезных тюнинг-ателье, как минимум в рамках Восточной Европы. Фирма с мировым именем. Чего только у них нет, вплоть до станков с ЧПУ для производства собственных деталей и элементов двигателей, подвески и так далее. Правда, в связи с серьезностью фирмы, у этой самой фирмы есть и секреты, так что поснимать нам разрешили не все. Но и того, что вы увидите, думаю, за глаза. Для начала знакомьтесь, Харис Скупелес, человек, который практически никогда не дает интервью, предпочитая колдовать в своем царстве. В то время как на публике светится в основном Кристопс Блушс. Но благодаря помощи Никиты Шикова, о котором речь пойдет чуть позже, и некоторой доли удачи, нам удалось пообщаться с этой весьма неординарной личностью. То, чем я занимаюсь, это идет уже от древних времен, потому что мой дед занимался автомашинами, мотоциклами, он вообще был летчиком в военное время. И ему эта техника всегда была рядом, и без нее не мог. Он занимался реставрацией автомобилей, сам там строил какие-то самоделки. Ну вы поняли, откуда у Хариса в крови бензин. Кстати, его дед занимался в том числе постройкой бикерников. Он был настоящим автоэнтузиастом. Отец, фактически выросший в боксах, разумеется, тоже увлекался всем этим. Ну и когда Харис подрос, его даже никто не спрашивал, хочет он заниматься техникой или нет. Все получилось само собой. Все началось с мокиками, просто по картодромам ехать, и я рос, и техника тоже росла со мной побольше и побыстрее, пока дошел до нормального кольца на байках. Хоть бы тоже было это очень интересно, когда ты едешь на мотиках все время, с детства уже, и ты все время мечтаешь о машине, что это машина, вот на машине круто ехать, там есть такое предчувствие. И да, машина, она намного медленнее и не настолько экстремальная, как мотоциклы, но
автомобили, автоспорт, он не настолько специфичный, как мото, и из этого побольше людей как бы к этому подтягивается, и это как бы реально для большинства общества. Покатавшись несколько сезонов на байках, как выразился Харрис, времена изменились, и он решил перейти на автомобиль. Разумеется, все началось с BMW. В общем, у меня был BMW, на котором я гонял по картодромам, и в то время Гвидо занимался организацией этих соревнований. На время ехать по картодромам на машинах. И он там считался лидером, крутым парнем и так далее. И вот один день я появился, как-то нам там получилось покататься, хороший результат показал. И почувствовал, как бы, что вот у Гвидо тоже есть парень, который может гонять. Он почувствовал, и как бы не прошел ни полгода, как бы мы уже гоняли вместе. Примерно в это же время в компанию влился и Кристопс. Иной раз доходило до того, что поскольку это тайм-аттак, гонка на время, они на одной машине втроем заняли весь подиум. Потом как бы я продвинул такую тему, что мы тут гоняем по картодромам, давай пошли в кольцо. Конечно, из-за того, что это моя инициатива, мне пришлось взять инициативу на себя и начать эти машины строить и как бы придумывать команду. Вот так ХГК окончательно сформировался и как гоночная команда, и как команда корчестроителей. Название — первые буквы имен создателей — Харрис, Гвидо, Кристопс. Кольцо ребятам как-то тоже со временем поднадоело, и в 2009-м они решили удариться в дрифт. Разумеется, и как строители, и как гоночная команда. Причем целью своей поставили участие в американском чемпионате Формула Дрифт. Но к участию вернемся чуть позже, а сейчас давайте поговорим о постройке машин. Техника всегда мне была в уровне, и потому, я думаю, это тоже очень влияет на то, что как бы вот сейчас тоже есть это стремление сделать самую быструю, качественную и крутую машину. Где я или где мы учились эти машины строить, такие как мы строим, тогда могу сказать, это стопроцентная самоучка. Я даже не знаю, откуда это берется. Могу с утра проснуться, и я не задаю вопрос себе, что я сегодня буду делать, или какую тачку буду строить, или как это я буду строить. Я просто иду, это делаю. В период с 2006 года ХГК построили как минимум 25 полноценных проектов с нуля, как кольцевых, так и дрифтовых. Со временем команда обрастала все новыми специалистами, позволяющими реализовывать все более смелые задумки уже мирового уровня. Пару слов, наверное, об одном из самых ярких проектов. Мой самый любимый проект я могу назвать, это машина Беккермана, называемый Киткар, которого, конечно, России не одобрили. В общем, неудивительно, что не одобрили, так как у нас машины на пространственной раме запрещены, а это именно Киткар, не какая-то не BMW, как могло бы показаться. Возможности реализироваться в этом проекте, это как бы дало мне, можно сказать, такой самый большой опыт. Полный полет фантазии в этом проекте, которого я как бы уже давно хотел реализировать. И спасибо Беккерману, что он просто сказал, что ему надо самую крутую тачку. Я мог как бы распустить свой креатив. Машина стала весьма популярна в мире. Ролики о ней можно найти в интернете, это один из них. Сейчас она стоит у гаража и ждет своего второго рождения. Росла популярность и ХГК. Узнаете эту очкастую личность? Да-да, это Райан Тверк. А кто не разглядел фамилию на рыжей BMW у гаража, посмотрите. Но и наши особо не отставали. Что, не узнали без грима? Между прочим, он у ее борта сидит на протяжении всего интервью. Это тот самый Рокетбулл Шикова, только еще без наклеек. И мы оказались первыми из журналистов, кто отснял его живьем, под убедительную просьбу не публиковать видео до премьеры. Сейчас о нем сказали уже все, кто только мог, но мы были первыми, кто его снял. А вот что говорит о нем Харрис. Одна из последних машин, которую как бы мы закончили, можно так сказать, на данный момент, это машина Никиты. И машина интересна тем, что она довольно свежая модель. Она считается культовой машиной в дрифтовом мире, реинкарнацией культовой машины. Мы это знаем, понимаем, и когда нам Никита предложил эту машину создать, мы, конечно, от этого не отказались, потому что хотели понять, что это за машина, если она такая, знаменитая, культовая и так далее. И, конечно, то, что они красивые, да? Вот так вот. Кто говорит, что в корче важна только начинка, вот вам мнение профи.
При постройке машины были определенные проблемы, связанные со свапом длиннющего второго GZ на место скромного оппозитника, но ХГК не были бы самими собой не решив бы. И с местом в салоне все хорошо, и развесовка получилась отличная за счет переноса назад абсолютно всего, чего только можно. Но вернемся к истории и дрифту. Итак, 2009 год. Начали ехать в Россию, Финляндию, в Россию, потому что у нас дрифт тоже как бы начал развиваться, и, конечно, мы его развивали. И тут и много опыта набрались в Финляндии. Хоть один раз ты там приезжаешь, ты уже растешь, потому что в Финляндии он уже как бы был в нормальном уровне. Поехали в Россию участвовать в 2010 году и почувствовали то, что это получается, на это люди тянутся, машины есть, у драйверов хорошие. И как бы это такая более живучая спорт-вид, которому есть как бы будущее. И это будущее мы почувствовали и пошли конкретно в дрифтовом направлении. И дошли таки до отправки Кристопса в Формулу Дрифт. У нас остался приблизительно месяц к отправке самолетом машину в Америку. А машина на момент интервью была вот в таком вот виде. Хотя, думаю, кто в теме, в курсе, как она выглядит сейчас. Конечно, мы будем ехать на BMW. Ну, разумеется, куда ж в Америке и без BMW. Конечно, в таком плане, что у нас есть для BMW более отработано все. Во-первых, опыта много, креативных решений, много-много лет пользуемся BMW. Чувствуем себя надежно в таком плане. Windows, Audi, у нас BMW. Конечно, остаемся у атмосферных двигателей. Атмосферные двигатели не имеют много разных ингредиентов, которые как бы может выйти из строя или просто имеют лишний вес. Там стоит РХС двигатель, гоночный двигатель на основе ЛС, да. То есть типа Атмо рулит, а почему ж тогда у Шикова-то турбовый Джей, а не ЛС, например? Никита сам попросил? Да, потому что Никита любит турбо. Вот такой вот он, этот загадочный и типа не дающий никому интервью Харрис Скупелес. На самом деле было очень трудно уложить это интервью даже в 10 минут, ибо этот самый тайный кардинал очень интересный человек, еще один технарь со взглядом художника. Огромной удачи Кристопсу в США, и хотелось бы вернуться на Эйзенштейна, где находится известный рижский мотор-музей, который мы очень хотели снять. Но, увы, на данный момент он был на реконструкции, так что время прощаться с Ригой и собираться в обратный путь. На этом наше маленькое путешествие по Риге заканчивается. Но мы с вами еще увидимся, и окончательные итоги нашей поездки мы подобьем уже в Калининграде. Ну а сейчас дорогу домой. Пока. И, в принципе, этим все могло бы и закончиться, если бы не одно «но». Филиал Рижского мотор-музея в Баусте оказался прямо по пути домой, в Калининград. Ну как можно было проехать мимо? Вот в такой вот полутьме мы таки доехали до баусского филиала Рижского мотор-музея. Ну и, разумеется, упросили одного из работников, а точнее работниц музея, рассказать о самом музее и его экспонатах. Филиал Рижского музея. И тут мы находимся уже 4 года. Был большой спонсор, взял под себя Рижский музей, потому что изначально они были частные. Так вот получилось, что здесь положили машины, которые не будет в Риге. В общем, логично, что экспозиция основного музея и филиала отличаются. И здесь тоже есть кое-какой эксклюзивчик. Сразу скажу, что слушать Санду безумно забавно. Она очень любит свое дело и очень эмоциональный человек. Учитывая смешные ошибки в русском, ни в коей мере не хочу ее обидеть, это скорее придает колорита. У нее получаются такие милые юмористические истории, которые мы в силу своего формата, увы, вынуждены обрезать. Если захотите, потом посмотрите на втором канале полные версии всех интервью, и этого в том числе. Однако историю про этот автомобиль стоит вставить почти целиком. Мы очень горды этой машиной, ЗИЛ-111. Ее привезли из Кремля. Один коллекционер просто получил после Хрущева вот эту единственную такую в мире машину. На тот момент у нас была цель догнать и перегнать США по всем статьям. А Хрущеву очень нравился Lincoln Continental X100, на котором ездил Кеннеди. И он сказал: ну-ка сделаем так же, только лучше.
Результатом и стал этот автомобиль. V8 объемом почти в 6 литров, мощность 200 лошадиных сил, двухступенчатый автомат, первый в СССР кондиционер и расход в 60 литров на сотню. В результате чего по территории Латвии эта машина практически не передвигается, хотя и может. Но некоторых горячих голов расходом не испугаешь. Вот и обещанная история. В прошлом году приехал один мужчина из России, но он не был русским, он такой темненький, с кривым носом такой. Вот с ним вместе были еще двое пацана, такие лысые, с татуировками. А мы такие женщины: «О, ужас, пришли тут украсть что-то, да?» Сказал, что он в Ютубе видел видеоролик про эту машину. Говорит, у вас ЗИЛ-111 стоит в музее? Мы, конечно, есть такой, хочу его видеть. Но они зашли, ничего другое их не интересует. Пришли, посмотрели, там, пошли обратно и говорит в кассе, сколько стоит. Он был готов платить любые деньги, только чтобы у него в коллекции была вот эта особая машина, которая только одна вот такая во всем белом свете специально была сделана для Хрущева. Ну как, сколько стоит? Покупать будете? Ну да, сейчас у меня 3 дня только, чтобы я взял вот эту машину и привез ее обратно в Россию. Ну, мы тут говорим, что я не продаю, вообще-то надо начальству звонить, и так вот получается, что он как этот Шварценеггер говорит «I'll be back», или «Я еще вернусь». Так он и ушел, и не вернулся. А мы тут ждем. Конечно, не вернулся, так как он все-таки позвонил руководству музея, и они, естественно, ему отказали. Как и говорил, о большинстве остальных экспонатов расскажу вам в 2 словах я. Этот 830-й Хорих принадлежал после войны достаточно высокопоставленному военному. Помотался по СССР и сейчас принадлежит частному коллекционеру. Между прочим, марка Хорих, дорогие экскурсанты, была очень и очень крутой фирмой. Сначала Аугуст Хорих работал в компании Карла Бенца, ну вы поняли какого. А потом основал свою фирму, специализирующуюся прежде всего на машинах премиум-класса. Она вошла в концерн Auto Union, помимо Ванделер, ДКВ и Audi, а символом концерна был знакомый значок, правда? В разное время все фирмы, кроме Audi, прекратили свое существование. Audi отказались от своей первоначальной эмблемы единички и захапали широко известные тогда 4 кольца. Вот так. Самое важное в данном экземпляре то, что он сохранился целиком в оригинале, он не реставрирован, что, сами понимаете, большая редкость. Едем дальше. Этих балтийских джипов в 1995 году было сделано всего 10 из-за слишком высокой стоимости, хотя собраны они из деталей советских машин, а кузов так вообще пластиковый. 3 авто ездят где-то по Латвии, 1 стоит в музее, а остальные пропали. Рядом стоит еще одна зеленая машинка, всем хорошо известная, однако история ее появления весьма забавна. Владелец, немолодой мужчина, купил эту Ниву 1983 года в 1984-м, разумеется, отстояв очередь, как и положено в СССР. Счастливый приехал домой, поставил ее в гараж, поднялся в квартиру и умер от сердечного приступа. Нашли ее в гараже только в 2013-м. Оригинальный пробег 85 километров с 83 года. Она все еще в пломбах. Вы не поверите, но внутри до сих пор стоит запах новой советской машины. Когда приезжают сюда из Финляндии, из Нидерландии, они все такие попадают на эти колена. Ой, сколько стоит эта машина? Можно купить эту машину? Мы очень любим, у нас там клубы, Нива, да? Да, Ниву в мире любят до сих пор. Переходим к следующему экспонату. Многим известный автомобиль Ford A 1930 года, пришедший на замену Форду Т, жестянки Лизе. Краткий рассказ Санды про Генри Форда, известное многим тещино место. Но так вот получается, что в то время у него было очень плохие отношения с тещей. И он говорит, что эта машина будет для семьи. Представьте, там сидит муж, жена, может какой-то ребенок среди. Но место тещи это сзади. И надо ехать, когда дождь, снег, большой ветер, потому что у них-то крыша у водителей, да, а теща сидит бедненькая и, там замерзает и под дождь попадает. История этого авто уже притча во языцах, посему заостряться не будем, едем дальше. Хорошо знакомый любителям игры Гран-туризмо Volkswagen 166 времен конца Второй мировой. Почему русские победили войну? Потому что немцы, когда делали технику для войны, она была очень мало таких и очень крутые. И всякие там инновации. Например, у нас стоит амфибия. Первая модель они спрашивали у Фердинанда Порше, чтобы он сделал как будто ванну с колесами. Первая модель утонула. И он сделал другую модель под базисом Volkswagen. И эта машина наконец-то
плавал. Да, и увелить их не всегда все получалось. Рядом стоит мотоцикл НСУ из тех же времен и очень крутой штабной хорик для высокопоставленных военных. Между прочим, сам Жуков ездил на таком трофейном авто и был им весьма доволен. Таких хориков в мире осталось всего 10. И вот так мы шли все дальше и дальше, и слушали, и смотрели. Но, увы, время подходило к концу, и уже в полной темноте мы отправились домой, в Калининград, параллельно размышляя о проведенных выходных. Знаете, наверное, самым главным выводом стало то, что города, страны, машинки — это все, конечно, очень интересно. И именно с такой мыслью снимать это я лично и ехал. Но на самом деле я понял, что самым важным всегда и везде остаются люди. Именно их любовь к машинам и ко всему, что с ними связано, стремление сделать что-то новое или сохранить историю для потомков и есть самое главное. Так что это шоу не о машинах, оно о людях, которые любят машины. И общение между ними не помеха политические дрязги и языковые барьеры. За моей спиной находится Домский собор. Крупнейший торговый центр. Можно купить сувениры. Давай такую И за моей спиной крупнейший кафедральный собор Прибалтики, Домский собор. Ну и все, а дальше я не помню. А именно, мы находимся в Лондоне, на улице Бейкер-стрит. Здесь трудился и работает. Давай еще раз. Прямо с этого момента. Здесь трудился и работал, короче, 1,5 евро. Заново. Ну что ж, друзья, вот, собственно говоря, и закончилось наше краткосрочное, но весьма насыщенное различными событиями путешествие. Лично мне эти 3 дня очень многое дали, лично для себя, очень на многие вещи открыли глаза. Главное, что я понял, что готовиться надо лучше. Например, то, что я не взял с собой диктофон, это очень печально. Ну, что делать? Пилот есть пилот, и хочу надеяться, что косяки пилота в будущем сезоне мы все-таки исправим. А ты что скажешь, Жек? А у меня остались самые положительные впечатления от этой поездки. За исключением одного – это время. Времени, конечно, нам не хватило ни на что. Ни на города, ни на ателье, ни на людей. Ну, в общем-то, теперь будем знать, что и как делать. А еще я не увидела бобров. Это самое печальное из всего. Вот. Ну, ничего. Опыт есть опыт, и теперь я знаю, где проведу отпуск.